Всем привет, кто меня смотрит. Сегодня хочу рассказать, это за новые подушки моего производства. Я их делаю. Но прежде чем рассказать об этих подушках новых, я хотел бы вернуться к старым подушкам. Это кожаные подушки, которые стоят практически на всех саксофонах. Подушки есть разные, я вам скажу. Есть, допустим, подушки, он недавно услышал, что есть и даже из кенгуру подушки, но это такое дело. Они есть разные по качеству, я вам скажу. Но, тем не менее, любая кожа, которая в практике и с временем намачивается, конденсирует, а естественно саксофон, он конденсирует, в нем есть очень сильный конденсат, особенно это наше слюнявыделение, которое в принципе разрушает и делает свою работу. Это разрушает, допустим, даже сам инструмент, если за ним не ухаживать. В нем есть окиси, вот, например, даже вот на этой подушке видно, здесь зеленая уже есть патина, которая образуется от конденсата, от нашей, так сказать, полосевого рта. И вернемся теперь к тому, с чего я в принципе и начал. Это неопреновые подушки с резонатором. Можно поставить и без резонатора, кто как хочет, кому как нравится. Толщина самой подушки 3 миллиметра. Это в принципе предостаточно для того, чтобы вложить его это в клапан и регулировать еще плюс вот такими регулировочными шайбами. Значит, принцип очень простой. Подушка, она находится на пластмассе, АБС пластмасса, которая имеет в принципе ровную поверхность, как видите. Видите, в ней ровная поверхность. Здесь сама подушка приклеена специальным клеем, которая уже проверена, уже в принципе проверка где-то длится около года. И я вам скажу, даже я опускал в воду, в воде ничего ему не происходит вообще. Ну, лежала несколько дней в воде, дальше нет смысла его держать. Она ничего здесь не подрывает, вода никуда не заходит и очень хорошо все отталкивает, вот эта часть. Значит, что еще хочу сказать. В ней есть вот такая гибкость, вот, и возврат в обратное положение. То бишь, если мы, например, регулировочными шайбами ложим, то мы поднимаем ту высоту, которая нам нужна. И, например, вот мы ставим его, если нам, допустим, нужно еще выше поднять, мы еще выше поднимаем. Если нам ниже поднять, мы просто убираем шайбы. И она ходит. Видите? Подушка ходит. То бишь, получается так. Если вы играете, здесь по всему именно колодцу оно будет все перекрывать. Единственное, что нужно именно в самом саксофоне, это чтобы колодец, практика еще, кстати, показывает, не идеально, я подчеркиваю, колодец не идеально может быть выровнен. Потому здесь именно неопрен все перекроет. Если в кожаных подушках, да, вот особенно мастера, они знают, когда ставится кожаная подушка и, допустим, колодец, если где-то неровный, то подкладываются бумажки, да? И, допустим, вот если вы даже, может быть, пытались его отремонтировать, да, ваш саксофон, и вы видели, да, бумажки были подклеены, здесь везде шли. Это для того, что именно колодцы неровное прилегание идет, и они уже здесь регулируют, как именно, вот они уже хотят уже, так сказать. И даже не то, что хотят, а как диктует им сам колодец, потому что он неровный и нужно регулировать вот этими бумажками. Но вот это именно подушка, здесь ей не нужно именно ровного, чтобы был ровный колодец. Она все перекроет, потому что здесь она уже ходит, в ней есть
так сказать, вот это плавающее именно. И здесь вот ножка уже приделана. И получается, она именно делается на пистолет. Это пистолет, который идут эти, плавится пластмасса. Вот она очень легко все ставится и все регулируется очень легко. Потом в следующих видео я покажу, как именно вот эти неопреновые подушки ставить именно саксофон, и чтобы именно оно было все четко отрегулировано. И, кстати, они очень легко ставятся. Намного проще, чем ставятся кожаные подушки. И быстрее намного. И, кстати, тембр там, он ничего не меняется, чтобы вы просто там не задавали тоже вот таких вот вопросов глупых. Он кроет намного лучше. И вы берете инструмент, и вам не нужно его продувать неделю или две. Вы взяли инструмент, и вы уже на нем играете. Вот в чем плюс. Я уже поставил уже несколько уже саксофонов. И буду ставить еще. Есть уже, так сказать, желающие, которые хотят. И будем смотреть дальше, как оно и что оно. Ну, по крайней мере, около года показала все плюсы. Именно вот эти подушки. Так что, ну вот маленькая подушка также сама идет с ножкой. И резонаторы. Как с ними, так и без них. В принципе, все под заказ. Хорошо, все. Всем спасибо, кто меня смотрел. Если кому что-то будет интересно, мне или пишите на почту, или же в комментариях задавайте вопросы. Все, всем до свидания.